Всем привет! Считаем, что настало время наконец-то поговорить о расходе. 4 месяца владения данным автомобилем. Куплен беспробежный на аукционе в Японии. Общий пробег 82-84 тысячи километров примерно. Итак, что хотелось сказать о расходе летом. Заправился на 1500 рублей. В пятницу съездил в деревню, это 140 километров в одну сторону и 140 километров в другую сторону. То есть чистый трассовый расход составляет 280 километров. Соответственно, около 30 километров у нас пробег городской. Итак, смотрим, какой у нас расход. Значит, средняя скорость получилась за счет трассы 46 километров в час. Очень неплохо. Остаток. Вот расход 23 километра на литре, то есть это получается 4 с копейками литра на сотню. То есть это летний преимущественно трассовый расход. В смешанном режиме он, конечно, подупал до 23, а так он был у меня 24,4, когда я приехал 140 километров в одну сторону в деревню. А теперь давайте посмотрим, какой же у нас расход за все 4 месяца, то есть за все время владения автомобилем. Сейчас я переключу на Б. Вот, что мы здесь видим. То есть этот счетчик я обнулял сразу же, как получил автомобиль. Получал я его в феврале. Сегодня у нас самое начало июня. То есть считаем. Февраль 1. Март 2, апрель 3, май 4 и сейчас там 8 число. То есть, получается, это у меня пробег за 4 месяца. Календарно, конечно, это по большей части была весна, но февраль-март у нас довольно холодные месяцы, то есть можно сказать, что 2 месяца зимы мы отбегали и 2 месяца лета. Относительного, конечно, тепло только сейчас, вот вы видите по утрам 14 градусов. Вот такой вот расход получился у нас во всех режимах, то есть это город-трасса, но в основном, конечно, это город, потому что за город я стал ездить только, наверное, какая-то у меня поездка, 4-я, наверное, за город. Да, 4-я или 5-я. Все остальное это зима, город, пробеги, прогревы и так далее и тому подобное. То есть я считаю, для таких адских условий, как я использую автомобиль зимой, то есть это 15 минут погрел и 17 минут проехал. И так каждый день 2 раза. То есть даже для таких зверских условий расход, который у нас по Б, я считаю просто шикарным. То есть это у нас получается средний расход 5 литров. Чуть-чуть меньше, но это все скорректируется со временем. Мы посмотрим. Будем засекать с некоторой периодичностью. Опять же, буду показывать трассовые, городские. Вот сейчас я приехал из деревни. Да, вот общий пробег там 83 написано. 83 700. Вот. Сейчас я приехал из деревни, неделю отработаю, то есть это будет чисто городской пробег. Засечем в пятницу, как у нас изменится вот здесь вот расход и сколько мы набегаем по городу. Итак, прошла у нас неделя с момента последних съемок. Давайте посмотрим, какие у нас показания будут расхода и средней скорости. Так, значит, мы видим 350 километров. На момент последней съемки у нас было 308 километров. То есть по городу пройдено 42 километра.
Средняя скорость 37. Машина пока не заведена. Остаток километража. И вот таким образом у нас расход поднялся. То есть у нас было 24 с лишним километра на литре. Теперь 21. То есть вот в данном смешанном режиме у нас получается 21 километр на литре. То есть это получается примерно 5 литров. Так как тот же самый бензин, который был изначально залит в баке, еще остался. То есть как раз ровно половина бака. Даже, наверное, чуть меньше, смотря под каким углом посмотреть. Да, наверное, чуть меньше. Сейчас опять же мы совершим путешествие до деревни. По приезду я тоже посмотрю, как у нас изменился расход, как у нас изменилась средняя скорость. Ну и так до конца бака я буду делать видео заметки. И вот, наконец-то доехал я в деревню. Вот такой сейчас у нас получился пробег по трипу А. Давайте переключим на 3Б, то есть это у нас в России проездила машина 2295 километров. И общий пробег. Цифры абсолютно реальные, это не фото-видео-монтаж, то есть вот от самого первого отрезка данного ролика вы можете посмотреть, как трип Б, так и общий пробег автомобиля, что этот расход реален. То есть 500 километров у нас проехано, в баке у нас осталось вот столько бензина. Давайте посмотрим, какой получился расход. Вот средняя скорость у нас поднялась, так как мы ехали по трассе, до 42 километров в час. Ехал я 2 часа 20 минут. Еще осталось якобы на 282 километра. И вот расход у нас начал сокращаться, так как режим трассовый. Расход понизился. Был 21 перед поездкой. Сейчас у нас 22,8, то есть почти 23. Приеду обратно в город из деревни и опять покажу пробеги и посмотрим расход, среднюю скорость. Итак, вот мы и приехали из деревни. Давайте посмотрим, какой у нас расход, пробег и все прочее. Итак, проехали мы, значит, от верхней метки бака. То есть бак был у меня не полный, я просто залил на 1500 рублей. Это была самая верхняя метка. То есть влезло бы туда еще 3 или 5 литров бензина, это никому не известно. Но метка была на границе деления F. Или даже чуть-чуть выше. Вот, сейчас мы видим, что у нас осталось где-то 1,5-2 деления. Это смотря с какой стороны посмотреть. Итак, значит, от отметки F до, значит, там 2-1,5 отметок у нас вышло 650 километров. Листаем дальше. Значит, средняя скорость у нас получилась 45. Остаток якобы на еще 135 километров. Вот такой за 650 километров получился расход. То есть это был и город, и трасса. Я позже подсчитаю, сколько получилось по городу, сколько по трассе. Ну и, собственно, еще эксперимент тоже не окончен. Хотелось бы доездить до лампочки, до, значит, деления empty. И какие-никакие итоги уже можно будет подводить. Так, давайте, чтобы во избежание грязных инсинуаций проверим трип Б.
Давайте посмотрим. Покажет нам расход. Да, вот на 3 ПБ, то есть за 2 почти с половиной тысячи у нас расход 21,5 километра на литре. Вот, это он нам общий пробег автомобиля показывает. То есть все, сейчас рабочая неделя, будем по городу докатывать вот этот бензин. И будем подводить итог. Итак, вот мы проехали до лампочки, вернее, лампочка загорелась несколько ранее. Ну, я решил докатать до ровной цифры 700 километров пробега на трипе А. Давайте переключимся на трип Б, чтобы было понятно, что это не подстава, не фото-видео-монтаж, как я уже говорил. Вот общий пробег автомобиля на сегодняшний день. Вот снова трип А, значит мы проехали 700 километров на одном баке в смешанном режиме. Насколько режим был смешан, я посчитаю по своим вот этим видеозаметкам и напишу в описании к ролику, сколько было пройдено по городу и сколько было пройдено по трассе. Режим смешанный, конечно же, не 50 на 50. Далеко не 50 на 50. Итак, значит, смотрим. Вот такой вот за 700 километров у нас образовался средний расход. То есть это получается у нас чуть менее 5 литров. Дальше. Остаток пробега на оставшемся бензине 33 километра. Заглушен. Средняя скорость 41 километр в час. Так, а теперь давайте посмотрим за весь срок владения автомобилем. Значит, скорость у нас, вернее, расход у нас тоже около 5 литров, меньше 5 литров. Так, остаток на баке 41 километр в час. Ну, в общем, вот такой получился эксперимент. Еще, конечно, хотелось бы провести эксперимент, сколько можно проехать на одном баке чисто по трассе, то есть не в смешанном режиме, а прямо чисто-чисто по трассе, без всякого города, без пробок, без лишних стартов, стопов, прогревов моторов и так далее. Всем спасибо, что смотрели, всем удачи и экономии топлива.